Приветики! В этом видео расскажу о топ-5 навыках, которые необходимы каждому фрилансеру, независимо от того, какой профессией вы занимаетесь. Первый и самый, наверное, важный – это умение гуглить. Да, все так просто. Вам действительно нужно уметь искать информацию, действительно нужно понимать, какой запрос вам нужно вбить в интернет для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Причем не всегда нужно искать ответ на свой вопрос на, например, русскоязычных сайтах. Очень часто, если вы не можете найти ответ на свой вопрос на русскоязычных сайтах, нужно при этом вбить ваш запрос в переводчик, перевести его и попробовать найти ответ на ваш вопрос на зарубежных сайтах и тоже включить переводчик и посмотреть, что же вам выдало. Таким образом, у вас расширится количество ресурсов, которые смогут дать вам правильную и полезную информацию. Это касается как просто поисковиков, так и самого YouTube. Расскажу на своем примере. Видеомонтаж. Очень часто бывает, что не знаешь, как сделать тот или иной эффект, или сталкиваешься с каким-то определенным глюком программы и не понимаешь, как с ним бороться. Так вот, очень часто именно в русскоязычном интернете или на русскоязычных форумах или на русскоязычном YouTube не находится ответ на этот вопрос. А вот если вбить этот же запрос, но на английском языке и поискать там, то все находится. То же самое касается и различных ресурсов, которыми вы пользуетесь. Например, различные картинки, стоковые изображения, различные футажи, различные летающие анимации, которые вы, наверное, не можете найти в русскоязычном интернете. Скорее всего, вы сможете найти на англоязычных стоках. Вообще, мне всегда казалось, что это очевидно – гуглить, искать информацию в интернете. Но именно благодаря вашим вопросам, которые вы задаете в комментариях, либо в моем телеграм-канале, либо в инстаграме, кстати, ссылочка на них в описании под видео, подписывайтесь. Я понимаю, что действительно вас интересует и с какими проблемами вы сталкиваетесь на своем пути к фрилансу. И очень часто это действительно неумение гуглить, либо непонимание того, что в принципе эту информацию достаточно просто и быстро можно найти в интернете. Второй важнейший навык – это умение продавать себя. Неважно, что и сколько вы умеете делать, важно, как вы умеете себя продать. При этом может быть человек, у которого есть огромнейший опыт, огромнейшее количество знаний и навыков в той или иной сфере, но он не знает, как продавать себя, он боится продавать свои навыки, он не уверен в себе, и такой исполнитель на самом деле никому не нужен. А есть человек, который умеет классно действительно делать что-то одно и умеет преподнести это другим людям, умеет классно рассказать, что он может сделать и как он может это сделать, и к нему обратятся с большей долей вероятности. Опять же скажу на примере видеомонтажа. Например, есть видеомонтажер, который работает в какой-нибудь из наших стран, например, в Украине, на телевидении. У него куча опыта, куча знаний и навыков, поскольку он монтирует сюжеты эти просто каждый день, он каждый день работает с программами и выпускает огромнейшее количество материалов. А также есть какой-нибудь начинающий фрилансер, который насмотрелся вот таких вот видео в YouTube и который понимает, что в принципе пойти на зарубежный фриланс это не так уж и сложно. При этом он регистрируется и начинает брать какие-то заказы. И уже в процессе выполнения заказов доучивается чему-то. Гуглит, что-то делает, возможно, что-то делегирует. При этом денег больше заработает именно тот фрилансер, который будет стараться и который не будет бояться продавать свои навыки и преподносить себя. А вот тот, который будет продолжать сидеть на одном месте и при этом будет бояться продать свои навыки, скорее всего, останется там же, где он есть. Именно эту уверенность вы должны отображать в своем портфолио, а также в своих сопроводительных письмах. То есть вы должны показать клиенту, что вы действительно справитесь с задачей, вы можете справиться с задачей, даже если это не так. И уже в процессе того, как будете выполнять заказ, сможете разобраться, как это делать. Третий навык – это научиться не бояться ошибаться. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что боимся что-то сделать не так. И я, кстати, во многих своих видео говорила, что когда я беру заказ, я не уверена на 100%, что клиенту понравится то, что я сделаю. Я не уверена, что он мне поставит 5 звездочек в оценке, я не уверена, что он мне напишет классный отзыв. Возможно, ему не понравится то, что я буду делать. Но при этом я все равно беру заказы и не боюсь получить негативную оценку, даже если она повлияет на мой рейтинг. Потому что все это опыт, и никогда не угодишь всем. Такое бывает, к сожалению. Но самое страшное – это ничего не делать. Самое страшное – это бояться ошибиться, бояться не справиться и не брать заказы.
Также у меня тоже бывало такое, что я брала поначалу заказы, и один из заказов, помню, я не смогла выполнить, поскольку не уложилась в сроки выполнения по техническим причинам. Да, я написала клиенту, что я не могу выполнить этот заказ. Да, он мне поставил плохую оценку, но ничего, так бывает, все мы люди. Четвертый важнейший навык – это навыки тайм-менеджмента, то есть умение заставить себя работать, умение распределить свое время так, чтобы делать задачи по их важности и по мере их появления, так сказать, и не оттягивать на последний момент. Пример. Например, мне нужно сделать какое-то видео буквально там за 2 дня. Я понимаю, что это видео я смогу сделать за 2 часа. Я его могу сделать либо в самом начале, когда только получила этот заказ. Также я могу сделать там, например, его вечером, это будет нормально. Ну а также я могу отложить выполнение этого заказа на последний момент, то есть на последние 2 часа перед тем, как я его могу отправить. При этом напряжется клиент, который будет переживать, который будет вам уже писать о том, что вот мне нужно видео, когда вы мне его отправите. У вас могут появиться какие-то технические неполадки, например, перестанет работать интернет, начнет включить программу или еще что-то произойдет, и вы сами будете нервничать. При этом вы только себе создадите проблему и не получите классного результата, и сами не получите тех важных, классных эмоций, которые получаются при классном выполнении заказа и при адекватном общении с клиентом. В этом классно помогает одна психологическая техника, называется матрица Эйзенхауэра. Можете погуглить, что это такое, там несложно разобрать. Но также в одном из следующих видео я расскажу о том, что такое тайм-менеджмент, как он помогает в достижении целей и результатов и в работе, а также расскажу главные техники тайм-менеджмента, которые просто изучить и применять. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить это видео. Ну и пятый, самый важный навык – это умение ставить цели. То есть вы можете сидеть и работать. Да, вы получаете какое-то количество денег, но если у вас нет какой-то глобальной цели, которую бы вы действительно хотели достичь, у вас не будет мотивации для того, чтобы работать больше, работать качественнее. И вообще, скорее всего, далее вы просто уйдете в зону комфорта и начнете там выполнять 5-10 заказов в месяц, получать там какую-то определенную сумму и никуда дальше не стремиться. И для того, чтобы у вас был стимул просыпаться утром и делать заказы, не ложиться спать вечером для того, чтобы, например, отправлять сопроводительные письма, у вас должна быть цель, действительно классная цель, которую вы хотите достичь, о которой вы будете мечтать и к которой вы будете хотеть идти. Не просто жить и выживать, а именно идти к какой-то определенной цели. А когда придете к той цели, вы сможете поставить следующую цель, возможно, более классную, более интересную для себя. О том, как ставить цели, тоже расскажу в одном из следующих видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пробуйте, экспериментируйте, и у вас все получится. Пока!